Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Милане. Где же еще, как не здесь, зарождаются самые актуальные тренды сезона? Именно по ним фэшн-индустрия будет отслеживать наиболее практичные и коммерчески успешные модные направления весна-лето 2025. А ведь представленный на подиуме стильный гардероб вдруг оказался полон противоречий. Буйство красок граничило с идеальным минимализмом в черно-белых тонах. Чувственная женственность умудрилась балансировать на одной волне с офис-кором. Наверное, в этом и есть вся Италия, где сдержанная элегантность умело разбавлена жарким южным темпераментом. При этом многие бренды сделали ставку на практичность, но отошли от порядком наскучившей концепции «нейтральная база». Я думаю, дизайнеры хорошо уловили настроение модной публики и заодно показали нам очень смелые эксперименты с построением силуэта, сочетанием красок с фактурой, добавили ярких аксессуаров, что способно оживить даже самый простой аутфит. Однако давайте, друзья, наконец-то перейдем непосредственно к трендам и поговорим обо всем по порядку. Только не забываем отметить видео лайком и подписаться на канал, если вы все еще не подписаны. Приятного просмотра! Итак, первым делом хочу выделить тренд под довольно громким названием «Ревущие 20-е». Похоже, итальянские бренды решили, что мода давностью в целую сотню лет не растеряла своего обаяния. А бурная эпоха глобальных трансформаций, процветания и джаза вновь будоражит фантазию дизайнеров. Так в коллекциях появились платья миди прямого кроя и без рукавов, полупрозрачные наряды с жемчужной окантовкой, с бисером, стразами, с орнаментом ар-деко, ручной вышивкой, длинной подвижной бахромой. На подиум вышли девушки-флэперы, современные красотки из ревущих 20-х. Следующий тренд – уже привычный спутник нынешнего десятилетия – стиль офис-кор. Сегодня Милан предложил свой собственный взгляд на корпоративную униформу, включив в гардероб на весну асимметричные юбки, широкие брюки, громоздкие пиджаки, галстуки и рубашки бойфренда. Однако вместо очевидных клише вроде серого брючного костюма или жакета и юбки-карандаш, дизайнеры стараются по-новому обыграть в образе многослойность, рекомендуют интересные комбинации по цвету и дополняют одежду необычными деталями. Особые фуроры целую волну обсуждений вызвали вещи Франкенштейны из линейки Bottega Veneta. Креативный директор бренда Матье Блазе всех удивил нарядами с косым подолом, из-под которого выглядывает всего одна штанина брюк. Также отдельной строкой стоит отметить, что нынче в модных тенденциях все настойчивее проявляет себя желание дизайнеров показать главную героиню девушку хрупкой, изящной, женственной. То есть, помимо объемных костюмов, обязательно берем на заметку деликатно приталенный силуэт. Кожаная одежда. Еще в прошлом сезоне спрос на любые вещи из кожи оказался настолько высоким, что тренд даже получил название «Кожа, в которой я живу». А это явно говорит о его огромнейшей популярности. Классикой жанра остается черный тон данного материала. Зато самых разных текстур, от идеально гладкой, матовой до ослепляющей глянцевой. Однако буйно цветущие краски весны диктуют новых фаворитов подиума, от природно-зеленого до кислотно-желтого. Следующий тренд выступает тоже под довольно необычным названием «Теория неправильного пальто». Да, поиск универсальных рабочих формул стильного образа ведется модницами денно и ношно. Иногда он приводит вот к таким интересным результатам. Если верить данной теории, лучшая верхняя одежда – та, что на первый взгляд меньше всего подходит ко всем остальным вещам. Смотрится смело, неформально, с дерзким нарушением устоявшихся правил и алгоритмов. Можно и под дождем погулять, и отправиться на вечеринку к бассейну. Участники Миланской недели моды не упустили возможность поддержать современный тренд. Дизайнеры активно сочетали сверкающие вечерние луки или даже изящные балетные боди с брутальными объемными парками, тренчем, спортивными куртками. В весенне-летней коллекции Prada мы, к примеру, найдем яркие миксы, в которых платье из черных страусиных перьев, либо серебристый светоотражающий наряд составили единое целое с сигнально-оранжевой или же желтой нейлоновой ветровкой. Рубашка поло плюс юбка. Здесь сразу возникает вопрос, чем таким особенным выделяется данный тренд, ведь вполне базовая комбинация. А фишка вся в том, что юбку выбираем максимально нарядную, сверкающую пайетками, шелковую с абстрактным узором, из лакированной кожи или с металлизированным блеском. Хотя простой минималистичный верх сегодня тоже видоизменился.
Это может быть футболка поло с нежным цветочным рисунком, которая идеально дополнит летний образ в романтическом стиле. А в линейке Versace вы найдете более динамичный вариант с разноцветным волнистым принтом. Модная бахрома. Один из самых стабильных трендов, который кочует из сезона в сезон и всегда задает правильный вектор движения. Текстильная, кожаная, из бисерных нитей теперь она не только декор, но и полноправная часть модного гардероба. Похоже, прошлогодние эксперименты с бахромой до сих пор не дают покоя дизайнерам. На сей раз они решили пойти в своих изысканиях еще немножечко дальше, превращая ее то в длинный шарф, то в подол юбки, как это сделал Глен Бартиц для коллекции Diesel. Хочу отметить, друзья, на подиумных показах этот элемент ничуть не напоминал о стиле ковбоев. С помощью бахромы удалось поддержать как гламурную атмосферу прошлой эпохи, так и предложить современный, элегантный наряд в минималистичном ключе. Новая многослойность. В жаркий солнечный день у вас вряд ли получится обыграть это модное направление, но весной очень даже возможно. Попытки заново изобрести многослойность стали вечным соревнованием дизайнеров. На этот раз среди именитых брендов именно участники недели моды в Милане вырвались в лидеры. Им удалось найти неизбитую формулу, по которой друг на друга можно наслаивать разные, порой почти невесомые фактуры, а также тончайшее сетчатое плетение. В новом сезоне Марко де Винченцо на презентации линейки Etro уверенно задал тенденцию на рыболовную сетку. Дизайнер рекомендует надевать ее и поверх, и под платье, использовать как топ и дополнять ей юбки. Главное условие – сетка должна быть контрастного цвета, чтобы выделяться на фоне основной одежды. Тренд на открытые плечи. Хотя вернее стоит сказать, в весенне-летних коллекциях прослеживается тенденция оголять лишь одно плечо, а не все сразу. Такой асимметричный крой платья, топа, блузы, лонгслива однозначно смотрится привлекательно, женственно. Если же вы пока не готовы к покупке новой одежды, тогда попробуйте несложный стайлинг-трюк. Можно надеть базовую рубашку мужского кроя, либо любую свободную блузку, любимый джемпер, кардиган, расстегнуть верхние пуговицы и чуть спустить с одного плеча. Флористические мотивы. Рисунок по ткани, вышивка, 3D-аппликация – вроде бы все знакомо. Но итальянские бренды настойчиво заявляют, в нынешнем теплом сезоне их цветы далеки от классики, ведь мода – это прежде всего искусство. А цветочная тема – один из лучших вариантов попробовать себя в модном творчестве. И неважно, о чем идет речь. Будь то яркие принты, как в коллекции Марни, или объемный декор в гардеробе под маркой Bottega Veneta. Дизайнеры запросто превращают наряд в арт-объект. Полосатый узор. По завершению марафона показов, причем не только в Милане, а и в ряде других фэшн-столиц, можно с уверенностью сказать, сместить цветы с пьедестала главного принта сезона упорно старается полоска. Широкая или узкая, черно-белая или цветная, вертикальная, горизонтальная, косая, сегодня в тренде абсолютно все виды рисунков в полоску, которая великолепно смотрится и в повседневной одежде, и в нарядах на выход. Следующий тренд нам отчасти знаком по модным тенденциям прошлой весны – цветные колготки. Только если ранее предпочтение давалось лишь красному тону, теперь настала эра чулочно-носочных изделий еще и других ярких оттенков, порой даже с бисерной вышивкой. Примеры для создания стильных комбинаций смотрим у Prada, Fendi, Antonio Maras, Versace, Missoni, Ferragamo. Делая ставку на фиолетовый, кирпично-оранжевый или зеленый, дизайнеры все же не забыли включить в наш гардероб неизменную классику жанра – тонкий черный капрон. Сумка в тон одежды. Этот тренд наверняка понравится всем, кто отдает предпочтение монохромному луку. Что здесь особенного, спросите вы? Тенденция точно не новая, однако все же есть интересные моменты. И это совсем не обязательно полностью однотонный наряд. Помимо совпадений с какой-то конкретной вещью по цвету, модный аксессуар должен быть сделан из того же материала и с тем же декором. Пусть не всем по душе пришелся такой перебор в совпадениях, и фэшн-критики назвали тенденцию чрезмерной одинаковостью, но она имеет место быть. А следовать данному направлению или нет – дело личных предпочтений. Тем более повторить тренд вам будет совсем несложно, сочетая, к примеру, джинсы с тоутом из денима, повязанный на бедра цветной платок с сумкой с таким же принтом, а мини с цветочным узором с вместительным аксессуаром из той же ткани. Из обувных тенденций на миланских показах громко заявили себе вьетнамки.
Эта обувь уже давно перестала быть атрибутом сугубо домашних и пляжных образов. Модницы научились умело и стильно сочетать данную модель с любыми нарядами. Впрочем, сегодня популярная летняя обувь с перемычкой между пальцами была представлена на подиуме в не совсем привычном для нас новом исполнении. Появился не только дополнительный ремешок вокруг щиколотки, но еще и каблук, атласные ленты-завязки. О чем стоит сказать напоследок? В коротком обзоре, друзья, очень сложно озвучить абсолютно все главные тренды весна-лета 2025, которыми так старался удивить нас Милан. Поэтому на моем канале обязательно будет продолжение темы. В одном из следующих выпусков мы с вами также поговорим о модных тенденциях, которыми отметились в мире фэшн-искусства и другие столицы. Надеюсь, вы подписаны на канал и у вас активирован колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем моим зрителям огромнейшее спасибо за поддержку, за ваши теплые лайки и комментарии. Удачи, позитива, тепла, искренней доброй улыбки и солнечного всем настроения!